Сегодня мы разберем один важный момент, что такое машинное обучение на финансовых данных, как оно работает на практике и что именно делает алгоритм. Чтобы не уходить в сложные термины, мы возьмем самый простой вариант, будем учиться предсказывать рынок только по свечам. Пример кода, как обычно в телеграм-канале. Здесь важно сразу сказать, это не рабочая торговая стратегия, мы не ставим цель заработать деньги на этих прогнозах. Наша задача понять механику, как данные превращаются в признак, как формируется цель и как модель постепенно учится находить паттерны. Итак, начнем. Всем привет, с вами снова Евгений. Когда мы говорим о машинном обучении, у многих сразу возникает ассоциация с нейросетями, но важно понимать, машинное обучение – это более широкое понятие. Это целая область методов, где компьютер учится находить закономерности в данных, а не просто выполнять заранее прописанные правила. По сути, градация примерно такая. Искусственный интеллект, затем машинное обучение, затем глубокое обучение. Это один из разделов, который используют объекты, так называемые нейронные сети. То есть нейронные сети – это подраздел машинного обучения, а машинное обучение, в свою очередь, это подраздел искусственного интеллекта. Во всяком случае, именно такую градацию дает Луис Серрано в книге «Громкое машинное обучение». Хотя, конечно, есть и многие другие методы машинного обучения. Если совсем грубо, традиционные алгоритмы – это когда мы вручную задаем правила. Если цена выросла на 10 пунктов, покупай, если упала, то продавай. Машинное обучение же работает иначе. Мы показываем компьютеру данные и результат, а он сам пытается вывести правила, которые лучше всего объясняют эти данные. Как я уже сказал, нейросети – это лишь один из инструментов машинного обучения, причем далеко не всегда лучший. У них есть сильная сторона – это способность распознавать сложные нелинейные зависимости. Например, картинку с котиком или речь человека. Но у нейросети есть и минусы. Они требовательны к объемам данных, к ресурсам и не всегда прозрачны в том, как принимают эти решения. Помимо нейросетей есть и другие классы алгоритмов. Один из них – это деревья решений и методы их комбинаций. Они куда проще и часто дают отличные результаты на табличных данных. То есть там, где у нас есть строки и столбцы, как в Excel, например. Для финансовых рядов это как раз один из наиболее удобных вариантов. По поводу ресурсов, если для деревьев решения нам достаточно средненького CPU, то для обучения нейронных сетей нужен добротный GPU, который может быть недешевым и достаточно сложным инструментом для понимания простого юзера. Я говорю сейчас об обучении с нуля, но и тут есть выходы. Например, использовать облачные сервисы вроде Google Colab или Kaggle, или же применять предобученную модель. Но даже так ресурсы нужны значительные, но сейчас не об этом. Теперь давайте коротко разберем, какие вообще есть виды обучения. Классически выделяют три. Обучение с учителем, когда у нас есть входные данные и правильные варианты ответа. Например, вот свечи, вот что-то произошло, через 5 баров цена выросла или упала. Второе – это обучение без учителя, когда у нас нет правильных ответов и алгоритм сам ищет кластеры, группу и структуры в данных. И третье – обучение с подкреплением, когда агент взаимодействует со средой, пробует действия, получает награды и постепенно учится стратегии. В нашей задаче используется обучение с учителем. Мы берем исторические данные по свечам, отмечаем, что произошло дальше и просим алгоритм найти закономерности. И вот здесь мы подошли к выбору метода. Почему XGBoost? XGBoost – это реализация так называемого градиентного бустинга над деревьями решений. Звучит страшно, но идея достаточно элегантная. Представьте, у нас есть простое дерево решений. Оно делит данные на группы, отвечая на вопросы вида цена закрытия выше открытия, объем больше среднего. Такое дерево само по себе работает не идеально, но уже дает приближенное решение. Мы можем построить много таких деревьев, и каждое следующее дерево будет исправлять ошибки предыдущего. В итоге у нас получается ансамбль, целая команда деревьев, где каждая вносит свою лепту. Так и рождается мощная модель, которая часто работает лучше, чем нейросети на структурированных данных. XGBoost – это не черный ящик. В отличие от нейросетей, мы можем интерпретировать важность признаков, понять, какие факторы реально влияют на прогноз. Например, алгоритм может показать сильнее всего на результат влияют не сами цены открытия и закрытия, а соотношение между телом свечи и ее тенью, или, скажем, объем торгов в конкретный момент. Почему именно этот метод мы выбрали для эксперимента со свечами? Потому что нам нужно не угадывать рынок, а на простом и прозрачном примере показать, как работает машинное обучение. Взять голые свечи – это минимальная информация. Если даже алгоритм что-то находит, это уже хороший способ объяснить механику. Мы не стремимся построить прибыльного робота, мы
учимся понимать сам процесс, как формируется обучающая выборка, как задаются параметры модели, что значит переобучение и как оценивается результат. Таким образом, XGBoost в нашей задаче – это своего рода учебный микроскоп. Он позволяет нам рассмотреть сам механизм машинного обучения, как модель учится, как делает прогнозы и где она ошибается. В прошлом видео я показывал, как использовать ZeroMQ. Чтобы связаться с MT5 с помощью этой связки, я выгрузил данные с 1 января 2020 года, а дальше он продолжил выгружать новые свечи. Теперь у нас есть исторические данные, это часовые свечи. Каждая свеча состоит из 5 основных параметров: открытие, максимум, минимум, закрытие и объем. Эти данные мы загружаем в таблицу и приводим в порядок по времени. Дальше мы должны задать целевую переменную target, ведь модель должна знать, что именно она предсказывает. В нашем случае мы берем очень простое правило. Если в течение следующих 5 баров цена выросла больше, чем на 10 пипсов, мы говорим, что это единица. Если упала, это 0. Все. Мы вручную задали условия и получили готовый столбец с метками. Заметьте, на этом этапе никакого машинного обучения еще нет. Мы просто разметили данные, чтобы модель знала, где у нее правильные ответы. Теперь нужны признаки. На уровне свечей это могут быть не только сами цены, но и производные от них. Например, тело свечи, разница между закрытием и открытием. Диапазон свечи, максимум минус минимум. Верхняя и нижняя тень – это то, что остается сверху и снизу после выделения тела. Получается набор числовых характеристик, которые описывают форму каждой свечи. Эти признаки и станут входом для модели. Следующий шаг – мы делим данные на обучение и тест. Это принципиально важно. Мы учим модель только на прошлом, а проверяем на будущем. Если не разделить данные, можно получить обманчиво высокую точность, потому что модель просто увидит те же самые примеры еще раз. А нам нужно, чтобы она справлялась именно с новыми неизвестными данными. Когда данные готовы, мы приводим их к единому масштабу, потому что объемы могут измеряться тысячами, а тело свечи всего лишь в десятых долях цены. Это называется масштабирование, и оно нужно для того, чтобы все признаки имели сопоставимый вес. И вот тут начинается самое интересное – само машинное обучение. Мы создаем модель XGBoost. Это одна из самых популярных библиотек для градиентного бустинга. Что такое бустинг? Представьте, что у нас есть много простых деревьев решений. Каждое дерево само по себе не идеально, оно делает ошибки. Но XGBoost умеет строить деревья последовательно. Каждое следующее исправляет ошибки предыдущего. Получается ансамбль, где сотни или даже тысячи деревьев работают вместе и дают гораздо более точный результат, чем одно дерево в одиночку. Разберем параметры. Количество деревьев называется N-estimators. Чем их больше, тем дольше обучение, и тем выше риск переобучения, но и тем больше возможность уловить закономерности. Скорость обучения – это learning rate. Маленькое значение заставляет модель учиться осторожно, шаг за шагом, не делая резких выводов. Глубина дерева – это max depth. Чем глубже дерево, тем больше сложные комбинации признаков оно может уловить. Есть еще параметры случайной выборки. Сколько объектов или сколько признаков использовать на каждом шаге. Это помогает снизить переобучение и делает ансамбль более устойчивым. Когда мы запускаем обучение, модель начинает смотреть на признаки каждой свечи и на то, какой у нее был результат через 5 баров. Она пытается разделить пространство. Вот здесь, например, свечи, после которых чаще бывает рост, а вот здесь свечи, после которых чаще бывает падение. Первое дерево будет очень грубым и ошибочным, второе дерево исправляет его ошибку, а третье дерево корректирует уже суммарный прогноз. Так, шаг за шагом формируется ансамбль, который постепенно приближается к более точным предсказаниям. После обучения мы применяем модель к тестовым данным. Здесь она впервые видит новые свечи и должна сказать: вероятность роста такая-то, вероятность падения такая-то. Мы сравниваем прогнозы с реальными результатами и считаем метрики точности. Как правило, на чистых свечах точность получается около 50% или даже ниже. Но для нас это не проблема. Мы не гонимся за прибыльной стратегией, мы всего лишь смотрим на сам процесс обучения. И еще один момент – это важность признаков. XGBoost умеет показывать, какие признаки сыграли наибольшую роль в предсказаниях. Например, модель может посчитать, что диапазон свечи важнее объема, а тело свечи играет большую роль, чем верхняя тень. Здесь очевидно не так, но в целом такая ситуация возможна. Это позволяет нам понять, на что именно обращает внимание алгоритм, и визуализировать, какие характеристики он считает полезными. Можно сделать небольшой перебор параметров и построить диаграмму.
На графике мы видим матрицу попарных зависимостей параметров, так называемый pair plot. По диагонали здесь отображены распределения каждого гиперпараметра, а на пересечениях рассеяние точек, где каждая точка соответствует одному запуску модели с определенными настройками. Цвет точек отражает метрику качества, точность предсказаний. Идея такого графика в том, чтобы за один взгляд поймать, какие параметры связаны между собой и как они вместе влияют на результат. Мы как бы накладываем все параметры друг на друга и ищем островки, где модель работает заметно лучше. Что сразу бросается в глаза? Цвета точек практически не меняются. Это значит, что при любых комбинациях параметров качество держится на одном уровне, вокруг 50%. То есть модель не выучивает устойчивых каких-то закономерностей и по сути работает не лучше случайного угадывания. Таким образом, график показывает нам важную вещь. Никакой гиперпараметр в отдельности и ни одна комбинация параметров вместе не дают прорыва. Это ключевая подсказка, проблема не в подборе параметров, а скорее всего в исходных данных, в выбранном таргете или в самом подходе к задаче. Здесь мы ловим сразу все зависимости, и именно поэтому видно, что узких мест или скрытых зон улучшения просто нет. Теперь давайте подведем промежуточный итог. Весь процесс выглядит так. Мы берем свечи, превращаем их в числовые признаки, создаем простое правило для целевой переменной, делим данные на прошлое и будущее, масштабируем признаки и запускаем XGBoost. Модель строит ансамбль деревьев, каждая из которых исправляет ошибки предыдущего. В результате мы получаем обученную модель, которая умеет делать прогнозы на новых свечах. И даже если эта конкретная модель не дает прибыльной торговли, на ее примере мы увидели главное. Как именно работает машинное обучение. Мы разобрали путь от исходных данных до предсказания и увидели механику алгоритма. Пошаговое исправление ошибок, ансамбль деревьев, анализ важности признаков. Именно ради этого мы и делали эксперимент со свечами. Это простейший вариант, на котором удобно изучить принципы. Дальше можно добавлять индикаторы, скользящие средние, объемы и строить более сложные признаки. Но фундаментальная механика останется той же самой. Данные превращаются в признаки, признаки формируют дерево, дерево объединяется в ансамбль, и все это вместе называется машинным обучением. Тут возникает два вопроса. Во-первых, давайте разберемся, почему результат модели выглядит настолько невзрачно. Accuracy около 50%. Это фактически подбрасывание монетки. Модель не смогла выделить устойчивых закономерностей. Основная проблема здесь кроется в целевой переменной. Мы задали таргет как движение цены на 10-20 пипсов вперед, но такая цель слишком шумная. Рынок постоянно дергается в пределах этого диапазона, и реальную логику там отследить практически невозможно. Получается, что алгоритм вынужден угадывать случайный шум, а не закономерности. Если посмотреть на классификационный отчет, то видим сильный перекос. Для класса 0, то есть нет роста, точность и полнота хоть и средние, но терпимые. А вот для класса 1, то есть ожидается рост, recall всего лишь 27%. То есть модель почти не умеет ловить моменты подъема цены и в итоге проигрывает даже на базовом уровне. Важность признаков тоже показывает интересную картину. На первом месте стоят High, Close и Low, классические экстремумы свечи. Дальше идут вторичные характеристики вроде нижней тени, тела и объема. И хотя это выглядит логично, распределение важности почти равномерное. Нет явного доминирующего признака. Это еще один индикатор того, что модель не видит настоящих сигналов, а просто пытается использовать все подряд без четкой структуры. Вывод простой. Проблема не в XGBoost, не в признаках и даже не в данных, а именно в таргете. Пока мы ставим целью предсказать такие мелкие колебания, модель будет тонуть в рыночном шуме. Следующий шаг – смена постановки задачи. Либо увеличивать горизонты прогнозирования, либо формулировать таргет более осмысленно, например, через тренд, волатильность или сигналы от индикаторов. Во-вторых, что дальше? Неужели нужно вручную перебирать все параметры, чтобы найти оптимальные значения? На самом деле нет. Существует множество способов автоматизировать этот процесс. Один из них – генетическая оптимизация. Она имитирует эволюцию, случайно комбинирует параметры, отбраковывает слабые варианты и оставляет сильные. Работает, но далеко не всегда эффективно. Есть методы гораздо мощнее, например, байесовская оптимизация. Ее суть проста, но изящна.
Вместо того, чтобы слепо перебирать все комбинации, алгоритм строит вероятностную модель о том, где может находиться лучший результат. И на основе этой модели он выбирает, какие параметры попробовать дальше. По сути, он постепенно сужает область поиска, концентрируясь на тех зонах, где по его оценке лежит максимум. В нашем случае мы использовали библиотеку Optuna, которая реализует байесовский подход через TPE-сэмплер. TPE — это метод, который помогает Optuna эффективно искать лучшие параметры. На вход Optuna подается функция Objective. Внутри этой функции мы определяем диапазоны для всех ключевых гиперпараметров XGBoost. Количество деревьев, глубину, скорость обучения, долю случайных признаков и баланс классов. Дальше Optuna сама решает, какие именно комбинации попробовать. Но важный момент. Мы оптимизируем не на чистых свечах. Модель не может выбрать наиболее важный признак. Данные недостаточно информативны, поэтому я решил дополнить датасет индикаторами. В коде добавлены скользящие средние, облако Ишимоку, линии Танкан и Киджун. На их основе мы строим целевую переменную, бычий или медвежий сигнал, и уже относительно этих меток алгоритм подбирает гиперпараметры модели. Что получилось на практике? Байесовская оптимизация довольно быстро нашла оптимальный набор. Лучшими оказались следующие параметры. Около 200 деревьев, глубина 8, скорость обучения примерно 0,25, при этом использовалось чуть больше 90% данных и признаков в каждом дереве, а коэффициент балансировки классов вышел около 2. Результат впечатляет. F1 оценка достигла 0,94, точность совпала на том же уровне, около 94%. Это означает, что модель не только угадывает направление, но и делает это стабильно, без перекосов между классами. В классификационном отчете видно, для медвежьих сигналов точность превысила 95%, а для бычьих около 93-94%. При этом общий баланс почти идеальный. И еще одна интересная деталь, модель показала, какие признаки для нее наиболее значимы. На первом месте оказался Киджун, около 18% важности. Далее идет сама цена закрытия, минимум и максимум свечи, а также линия Тенкан. Тело свечи, объем и хвосты играют заметно меньшую роль. Это хороший знак. Индикаторы действительно вносят ценность, а не просто шумят. Таким образом, байесовская оптимизация позволила нам автоматизировать и ускорить процесс поиска параметров. Вместо сотен слепых переборов мы получили компактный и эффективный поиск, который вывел модель на уровень качества близкого даже к профессиональным классификаторам, но не торговым системам. Но что еще важнее, мы увидели, какие именно признаки действительно двигают результат. А это дает уже фундамент для построения более сложных моделей и дальнейших экспериментов. Например, тестировать другие индикаторы или прогнозировать тренды вместо мелких движений. По факту, то, что мы сейчас получили, это не торговая модель, а классификатор правил. Почему? Потому что таргет формировался не на основе будущего движения цены, а по тем же самым условиям, которые мы заранее прописали, где находится цена относительно облака и как соотносятся скользящие средние. То есть модель не прогнозирует рынок, она всего лишь воспроизводит эти правила, угадывая их по признакам. Поэтому высокая точность здесь обманчива. Это подтверждение того, что алгоритм хорошо выучил заданные нами формулы, но никак не гарантия того, что он способен предсказывать будущее движение цены. То, что мы сделали, это просто немного умная система, которая говорит о том, по каким признакам мы должны входить в сделку, но то, что в итоге мы получим, профит, она не говорит совсем. Мы построили модель, чтобы показать, как машинное обучение может выучить правила, которые мы сами задали. Это не торговая система, а учебный пример, демонстрирующий, как алгоритм обрабатывает данные. Так вот, здесь хочется сказать о сложности машинного обучения. Чтобы написать код, сперва нужно создать алгоритм, а для этого нужно понимать, как работают базовые индикаторы, на основе которых вы задаете логику работы. Далее, даже понимая логику, вы столкнетесь с новыми трудностями в виде правильной формулировки цели, таргета, а потом в правильной интерпретации признаков, их количестве, качестве и как программа будет их обрабатывать. Найти этот баланс непросто. Не рассчитывайте, что вы за пару часов разберетесь и запустите готовый торговый бот. Нужно проделать огромную работу, чтобы получить хоть какой-то результат. Возможно, на простых задачах все сильно проще, но рынок очень хаотичный и шумный, и даже машинное обучение тут может буксовать в неумелых руках.
Чтобы добиться положительных результатов, нужен опыт и навыки. Читайте больше спецкниг и изучайте другие каналы, экспериментируйте и не отчаивайтесь, если не получается. Дорогу осилит идущий. На этом у меня все. Если материал был вам интересен, подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся в следующем видео.